что если ученый, отправившийся изучать шаманские ритуалы на Алтае, не вернулся из экспедиции обычным человеком, а принес с собой предмет, который не существует ни в одной известной геологической классификации, этнограф Виктор Савельев провалился в расщелину у горы Белуха в августе 2009 и вышел оттуда спустя 3 часа, хотя по его собственным часам прошло 4 дня. В его рюкзаке лежал кристалл, светящийся без источника энергии, а на коже остались ожоги в форме символов, идентичных петроглифам возрастом 8000 лет. Это не легенда и не мистификация. Это задокументированный случай с медицинскими справками, свидетелями и вещественным доказательством, которое до сих пор хранится в закрытом отделе Новосибирского института. Виктор Савельев приехал на Алтай не за приключениями. Он ехал за диссертацией. 42-летний этнограф из Новосибирского государственного университета собирал материал о теленгитских шаманских практиках уже 6 лет и в августе 2009 запланировал последнюю полевую экспедицию перед защитой. В его рюкзаке лежали диктофон, 3 блокнота, карта ущелий и рекомендательное письмо к местному шаману по имени Кайчи Тадыров, которому на тот момент было 83 года. Тадыров встретил Савельева у своего дома в селе Балык-Туюль и первые 2 дня не говорил с ним вообще. На 3-й день старик вышел утром, сел напротив ученого и сказал одну фразу: «Гора зовет тебя, а не я». Савельев записал это в блокнот как типичный шаманский речевой прием и попросил объяснений. Тадыров объяснять отказался, но показал направление рукой строго на северо-восток в сторону ущелья Аккем у подножия Белухи. Савельев выдвинулся туда на следующее утро один. Маршрут был стандартным, туристическим, хорошо известным. Ученый прошел его 3 за предыдущие экспедиции. Примерно в 12 километрах от базового лагеря тропа огибала скальный выступ, за которым начинался пологий спуск к реке. Именно здесь, по его словам, земля под ногами стала другой. Не провалилась, не затряслась, просто изменила плотность, как будто твердый камень на долю секунды стал похожим на воду. Савельев сделал еще один шаг и исчез. Его напарник по экспедиции, аспирант Денис Марков, ждал Савельева в лагере. Когда ученый не вернулся к вечеру, Марков вышел на поиски с фонарем. Он нашел Савельева сидящим прямо на тропе у скального выступа, в той самой точке, откуда тот ушел утром. Время на часах Маркова показывало 23 часа 40 минут. Савельев провел снаружи чуть меньше 12 часов. Но его собственные часы, механические, японские, которые он не снимал с запястья, ни разу за экспедицию, показывали другое время. Они отставали ровно на 91 час, почти 4 дня. Марков описал состояние Савельева как «оглушенность без видимых травм». Ученый сидел прямо, дышал ровно, но не реагировал на имя около 3 минут. Потом поднял голову и сказал: «Там не было солнца, но было светло». Больше в ту ночь он не произнес ни слова. На следующее утро Марков осмотрел содержимое рюкзака Савельева. Диктофон был разряжен полностью, хотя утром перед выходом Савельев зарядил его до 100%. 2 блокнота из 3 были исписаны мелким, почти нечитаемым почерком, символами, которые Марков не узнал. 3-й блокнот чистый, сгорел по краям, хотя зажигалки у Савельева не было. И в боковом кармане рюкзака, где обычно лежала пластиковая бутылка с водой, находился кристалл размером с кулак, неправильной формы, темно-синего цвета. Он светился. Марков прикоснулся к нему и отдернул руку. Не от боли, а от ощущения, которое он позже описал следователям как удар тока без тока. Кристалл не был горячим, он был холодным, как лед, но свечение шло изнутри, ровное, пульсирующее с частотой примерно раз в секунду. Марков сфотографировал его на телефон. Эти фотографии существуют до сих пор. Савельев пришел в себя полностью только к полудню. Первое, что он сделал, попросил Маркова не трогать кристалл и не показывать его никому до возвращения в Новосибирск. Второе, попросил бумагу и начал рисовать. Он рисовал несколько часов подряд, не останавливаясь, не отвечая на вопросы. На листах появлялись схемы, геометрические структуры, которые Марков не мог описать иначе, как архитектура, которой не бывает. Рисунки Савельева сохранились. Марков забрал все листы и впоследствии передал их в университет вместе с остальными материалами экспедиции.
Среди схем 18 страниц плотно заполненных геометрических структур есть 3 рисунка, которые выделяются среди остальных. На них изображено одно и то же здание, приземистое, без углов, с поверхностью, которую Савельев заштриховал так, будто она состоит из тысяч мелких граней. Под каждым рисунком одна и та же подпись на теленгитском языке «Алтын-ту», что переводится как «золотая гора изнутри». Когда Савельев наконец начал говорить, на 3-й день после возвращения, уже в Новосибирске, на кухне своей квартиры, в присутствии Маркова и коллеги-этнографа Ларисы Вершининой, он рассказал следующее. После того, как земля стала другой, он не упал. Он прошел сквозь. Ощущение было похоже на вход в холодную воду. Давление со всех сторон, краткая темнота, а потом свет. Не солнечный, рассеянный, идущий отовсюду одновременно, без теней и без источника. Он стоял на ровной поверхности, которая выглядела как камень, но пружинила под ногами, как плотный мох. Вокруг постройки. Именно те, что он потом нарисовал, без углов, с гранеными стенами, расставленные по территории без видимого порядка, но при этом создающие ощущение города. Савельев сказал, что не паниковал. Он сам не мог объяснить, почему. Страха не было, было острое, почти болезненное любопытство. Он двинулся вперед и через несколько минут ходьбы увидел первых обитателей. Он описал их как невысоких, ниже среднего человека примерно на голову, с пропорциями, близкими к человеческим, но с кожей серо-синего оттенка и глазами без зрачков, полностью светлыми. Они не проявили агрессии. Несколько существ остановились и смотрели на Савельева, потом разошлись. Одно подошло ближе и что-то произнесло. Не словами, Савельев был в этом уверен, а звуком, напоминающим резонанс металлической струны. Ученый попытался заговорить по-русски, потом по-английски, потом воспроизвел несколько теленгитских фраз, которые знал. На последнее существо отреагировало, наклонило голову и повторило одно слово — «Алтын». Савельев записал это в блокнот. Именно эта запись — единственная читаемая страница среди заполненных символами листов. Он провел в этом месте, по его субъективному ощущению, около 4 суток. Спал в одной из построек, куда его привело то же самое существо. Еды ему не давали, но голода он не чувствовал. Воды тоже не было, жажды тоже. Его организм как будто перешел в режим паузы. На 2-й субъективный день существо, которое он мысленно назвал проводником, привело его в постройку большего размера. Внутри на полу лежали предметы, десятки кристаллов разного размера и цвета, часть из них светилась. Проводник взял один, темно-синий, размером с кулак, и протянул Савельеву обеими руками. Жест был однозначным. Савельев взял кристалл. В момент контакта оба блокнота в его рюкзаке начали заполняться сами. Он это почувствовал физически, как вибрацию за спиной, хотя рюкзак был застегнут. На 4-й субъективный день проводник вывел его обратно к точке входа. Савельев шагнул, снова давление, темнота, холод, и оказался сидящим на тропе у скального выступа. Часы на запястье показывали время, отставшее на 91 час. Снаружи прошло меньше 12. Вершинина, слушавшая рассказ, задала один вопрос. Почему он уверен, что это был не галлюцинаторный эпизод? Савельев молча встал, достал кристалл из ящика стола и поставил его на середину кухонного стола. Кристалл пульсировал синим светом в полной тишине. Вершинина потом написала в своих заметках: «Никакого источника питания, никакого нагрева, никакого объяснения». Описание обитателей параллельного мира. Савельев зафиксировал письменно через неделю после возвращения по просьбе Вершининой, которая настояла на том, чтобы он записал все, пока детали не стерлись. Этот документ, 8 страниц рукописного текста, хранится в личном архиве Вершининой и частично был опубликован в закрытом сборнике Сибирского отделения этнографического общества в 2011-м. Савельев насчитал не менее 40 существ за 4 дня наблюдений. Все они были похожи друг на друга, но не идентичны. Различались ростом, оттенком кожи, от светло-серого до почти черного и одним конкретным признаком, который ученый отметил особо – узором на предплечьях. У каждого существа на внутренней стороне обоих предплечий был выраженный геометрический рисунок. Не татуировка, а именно структура кожи, выпуклая как рубец. Узоры не повторялись, Савельев зарисовал 12 из них и впоследствии сравнил с алтайскими петроглифами.
8 из 12 имели прямые аналоги среди наскальных рисунков урочища Калбакташ возрастом от 6 до 9 тысяч лет. Это совпадение Вершинина назвала самым тревожащим фактом во всей истории. Ни кристалл, ни временной сдвиг, именно узоры на коже существ, идентичные рисункам, которые древние люди оставили на скалах Алтая тысячелетия назад. Это означало одно из двух. Либо контакт между мирами происходил раньше, и люди его зафиксировали, либо обитатели того мира каким-то образом влияли на культуру алтайских народов напрямую. Поведение существ Савельев описал как организованное, но не механическое. Они явно общались между собой, тем же звуковым резонансом, который он слышал при первом контакте. Иногда несколько существ останавливались в группе и говорили одновременно, создавая сложный многослойный звук, от которого у Савельева начинало давить в висках. Он заметил, что после таких групповых разговоров все участники двигались в одном направлении, слаженно, без видимых сигналов. Проводник отличался от остальных одним. Он единственный проявлял к Савельеву устойчивый интерес. Остальные существа смотрели на ученого с тем, что он охарактеризовал как нейтральное любопытство, и уходили. Проводник оставался рядом постоянно. Не вплотную, держал дистанцию около 2 метров, но не отходил дальше 5. Савельев попытался несколько раз намеренно сократить дистанцию. Проводник каждый раз отступал ровно настолько же, сколько ученый приближался. На 3-й субъективный день произошло то, что Савельев описал как попытку передачи информации. Проводник привел его к плоской каменной поверхности на открытом пространстве между постройками и начал чертить на ней пальцем. Линии оставались видимыми, светящимися, того же синего оттенка, что и кристалл. Он чертил около часа. Савельев смотрел и не понимал ничего, до тех пор, пока проводник не нарисовал контур, который ученый узнал мгновенно. Силуэт горы Белухи, абсолютно точный, с характерным двойным пиком. Рядом с силуэтом горы проводник поставил 2 точки. Одну у основания горы снаружи, вторую внутри контура. Потом провел между ними линию. Потом стер линию ладонью и провел ее снова, но уже в обратном направлении, изнутри наружу. И посмотрел на Савельева светлыми глазами без зрачков. Савельев понял это как указание. Выход есть там же, где вход. Он кивнул. Проводник стер все изображение одним движением и отвернулся. Ночью перед последним днем Савельев называет это ночью условно, поскольку темноты там не было. Просто интенсивность рассеянного света немного снизилась. Он проснулся от ощущения давления на грудь. Не физического, скорее такого, как бывает перед грозой, когда воздух становится плотным. Кристалл в рюкзаке светился ярче обычного. Савельев достал его и держал в руках около получаса. За это время он, по его словам, увидел, не глазами, а как-то иначе, короткую последовательность образов. Река, скала, петроглиф с конкретным узором, снова река. Он зарисовал узор сразу после. Этот рисунок впоследствии был идентифицирован как точная копия одного из знаков урочища Калбакташ, который до экспедиции Савельева не был внесен ни в один академический каталог. Кристалл привезли в Новосибирск в обычном походном рюкзаке, завернутым в шерстяной свитер. Савельев не сообщал о нем на таможне, не потому что скрывал намеренно, а потому что просто не знал, в какую графу это вписать. Камень не был минералом в геологическом смысле. Это выяснилось в первые же дни. Вершинина договорилась о неофициальном анализе через знакомого в Институте неорганической химии Сибирского отделения Академии наук. Специалист по кристаллографии Игорь Петров согласился посмотреть образец без оформления документов из любопытства. Он вернул кристалл через 2 суток и отказался от дальнейшего участия. Свое заключение изложил устно. Кристаллическая решетка образца не соответствует ни одной известной структуре. Элементный состав включает углерод, кремний и еще 2 элемента, которые прибор идентифицировал с ошибкой. То есть либо прибор неисправен, либо элементы не входят в стандартную таблицу. Петров склонялся к версии о неисправности прибора, но прибор до и после анализа работал корректно на контрольных образцах. Свечение он объяснить не смог вообще. Никакой радиоактивности, никакого электромагнитного излучения в известных диапазонах приборы не зафиксировали. Кристалл просто светился, без причины, которую можно было измерить. Через 3 недели после возвращения Савельев обратился в больницу. Не из-за кристалла, из-за ожогов. Те самые отметины на коже, которые Марков заметил в первую ночь, не заживали.
Более того, за 3 недели они потемнели и стали более четкими. Дерматолог направил его к неврологу, невролог к психиатру. Савельев прошел полное обследование. Психических отклонений не выявили. Ожоги классифицировали как термические повреждения неустановленной этиологии и назначили мазь, которая не помогла. Рисунок на коже располагался на обоих предплечьях, симметрично, что само по себе исключало случайное происхождение. Левое предплечье – угловатый знак из пересекающихся линий. Правое – концентрические ромбы с точкой в центре. Савельев сфотографировал оба знака и отправил снимки Вершининой. Она сравнила их с каталогом петроглифов Алтая за один вечер и нашла оба. Знак с левого предплечья – урочище Калбакташ, плита номер 74, датировка от 7 до 8 тысяч лет. Знак с правого – плато Укок, датировка предположительно от 9 до 10 тысяч лет. Оба знака в научной литературе классифицированы как символы неустановленного значения. Параллельно Марков занялся блокнотами. Символы, которыми были заполнены 18 страниц, не поддавались расшифровке стандартными методами. Марков отправил копии 3 специалистам по древним письменностям в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Все 3 дали одинаковый ответ. Система знаков не соответствует ни одной известной письменности, но при этом обладает внутренней структурой, характерной именно для письменности, а не для орнамента или случайных записей. Один из специалистов, профессор Казанского университета, добавил деталь. Частота повторения отдельных знаков соответствует статистике использования служебных слов в естественных языках. То есть тот, кто писал это, использовал грамматику. Но самое необъяснимое обнаружил Марков сам, без помощи экспертов. Он взял первую страницу блокнота и наложил ее на схемы, которые Савельев рисовал в лагере сразу после возвращения. Те самые геометрические структуры, архитектуру, которой не бывает. При наложении символы из блокнота точно совпадали с узловыми точками архитектурных схем. Каждый знак стоял ровно там, где на схеме сходились линии. Савельев не мог этого сделать намеренно. Блокнот он не открывал после возвращения, а схемы рисовал по памяти в полубессознательном состоянии. Вершинина зафиксировала это совпадение в своих заметках и написала одно предложение, которое впоследствии цитировали все, кто знакомился с материалами дела. Либо информация была записана в него извне, либо он сам не знает, что знает. Кристалл пролежал в ящике стола Савельева ровно 42 дня. За это время ученый трижды менял место его хранения. Сначала стол, потом металлический ящик в кладовке, потом снова стол. Причина каждый раз была одна. Он просыпался ночью с ощущением, что кристалл зовет. Ни звуком, ни светом, просто знанием, что надо подойти. Он подходил, смотрел на пульсирующее синее свечение несколько минут и возвращался спать. Марков, который несколько раз ночевал у Савельева, в этот период подтвердил: кристалл действительно менял интенсивность свечения ночью. Днем он светился ровно, ночью пульсировал быстрее. На 43-й день Савельев позвонил Вершининой в 6 утра и сказал, что кристалл нужно исследовать серьезно, официально, с документами. Что именно изменило его решение, он не объяснил. Вершинина впоследствии предположила, что ночью что-то произошло, но Савельев эту тему закрыл. Официальное исследование организовал физик Андрей Коломиец из Новосибирского института физики полупроводников, один из немногих специалистов, который согласился работать с образцом открыто, под своим именем. Коломиец провел полный спектральный анализ излучения кристалла. Результат оказался таким, что он повторил замер 4 раза подряд, меняя оборудование. Все 4 раза одно и то же. Кристалл излучал свет в диапазоне, который не пересекался ни с одним известным механизмом люминесценции. Ни биолюминесценция, ни хемилюминесценция, ни фотолюминесценция, ни радиолюминесценция. Спектр излучения был узким, почти монохроматическим, длина волны 418 нанометров, глубокий синий. Но главная аномалия была не в спектре. Главная аномалия была в том, что интенсивность излучения не убывала. За 43 дня наблюдений ни на 1%. Любой известный источник люминесценции расходует энергию. Этот не расходовал ничего измеримого. Коломиец написал в заключении осторожную формулировку: источник энергии излучения не установлен. Образец демонстрирует характеристики, необъяснимые в рамках известных физических моделей.
Это заключение он подписал и датировал. Оно существует. Параллельно геолог из Томского государственного университета Светлана Орехова взяла микроскопический скол с основания кристалла. Савельев разрешил взять минимальный образец и провела петрографический анализ. Кристаллическая решетка под микроскопом выглядела правильной, почти идеальной, без дефектов, без включений, без следов природного роста. Природные кристаллы всегда имеют дефекты. Всегда. Этот был безупречен геометрически, как будто его не вырастила природа, а собрали вручную, атом за атомом. Орехова использовала именно эту фразу в своих записях «собран вручную». Возраст образца определить не удалось. Стандартные методы датировки дали противоречивые результаты. Один анализ показал возраст около 200 лет, второй — около 200 тысяч. Орехова объяснила это тем, что методы датировки основаны на известных процессах распада и накопления, а данный образец, судя по всему, этим процессам не подчинялся. В октябре 2009-го, через 2 месяца после возвращения экспедиции, о кристалле узнали в Москве. Не через официальные каналы, через личные связи. Один из коллег коломийца упомянул аномальный образец в разговоре на конференции. Через 10 дней Савельеву позвонили из структуры, которую он в своих записях обозначил только аббревиатурой, не расшифровав ее. Звонивший представился Андреем Николаевичем и попросил о встрече. Савельев согласился. Встреча состоялась в новосибирском кафе на улице Ленина. Андрей Николаевич пришел один, без документов, без диктофона. Он задал Савельеву 12 очень конкретных вопросов. Ученый их все запомнил и записал сразу после встречи. Вопросы касались точных координат точки входа, физических ощущений при переходе, внешнего вида построек и, отдельно, того, передавал ли проводник какие-либо предметы помимо кристалла. На последний вопрос Савельев ответил отрицательно. Андрей Николаевич кивнул, встал и сказал напоследок одну фразу: «Вы не первый, кто оттуда вернулся». Фраза «вы не первый» не давала Савельеву покоя. Он позвонил Андрею Николаевичу на следующий день, номер был недоступен. Через неделю тот же результат. Номер существовал, но трубку не брали никогда. Савельев записал все 12 вопросов, которые задавал незнакомец, и попытался восстановить логику, что именно интересовало человека из неназванной структуры. Вывод был очевидным. Тот знал, куда именно попал Савельев, знал про постройки, знал про переход. Спрашивал только детали, которых еще не знал. Савельев начал искать самостоятельно. Он провел 3 месяца в архивах, университетских, региональных, открытых фондах этнографических экспедиций на Алтай за последние 100 лет. Искал любые упоминания о временных аномалиях, необъяснимых исчезновениях, находках неопознанных предметов в районе Белухи и ущелья Ак-Кем. Нашел 4 случая. Первый — экспедиция геологов в 58-м. Один участник, Федор Грачев, отстал от группы у северного склона Белухи и был найден через сутки в точке, из которой ушел. В медицинском отчете дезориентация, нарушение восприятия времени, отказ от объяснений. Грачев впоследствии уволился из экспедиционного бюро и уехал в деревню в Алтайском крае. Савельев нашел его адрес, старик умер в 92-м. Второй случай — студенческая экспедиция 73-го года. Участница по имени Зинаида Ковалева не вернулась в лагерь. Ее искали 2 суток и нашли у того же скального выступа, который Савельев уже знал по собственному опыту. В отчете руководителя экспедиции найдено в бессознательном состоянии при ней камень синего цвета неустановленного происхождения, изъят для анализа. Дальнейшая судьба камня в документах не прослеживалась. Ковалева после экспедиции перевелась в другой университет, следы терялись. Третий случай — одиночный турист в 91-м, немец по имени Клаус Вебер, который путешествовал по Алтаю самостоятельно. Он написал об этом книгу, изданную в Германии тиражом около 1000 экземпляров и нигде не переведенную. Савельев нашел упоминание о книге в туристическом форуме и через 2 месяца переписки получил скан по электронной почте от немецкого коллекционера. В книге Вебер описывал 3-дневное отсутствие у подножия Белухи, светящиеся постройки и существ с серой кожей. Он называл их горными духами и интерпретировал все через мистику, но физические детали совпадали с рассказом Савельева точно, вплоть до рассеянного света без источника и пружинящей поверхности под ногами.
Кристалла у Вебера не было. Зато были ожоги на предплечьях, которые он описывал как знаки принятия. Четвертый случай был самым близким по времени. 2003 год, алтайский пастух Эрчим Тебоков из района Коша-Гача. Он пропал на 3 суток, вернулся сам, отказался разговаривать с властями, но рассказал подробности местному шаману. Этот рассказ Савельев нашел в виде рукописной записи в этнографическом архиве Горно-Алтайска. Кто-то из исследователей зафиксировал его со слов самого шамана. Тебоков описывал подземный город, жителей ростом ниже человека и предмет, который ему дали с собой, но который он выбросил в реку, испугавшись. Шаман в записи добавлял от себя: «Он сделал ошибку, дар нельзя бросать». Савельев выложил все 4 случая рядом и увидел структуру. Белуха как точка входа во всех случаях. Временной сдвиг в 3 из 4. Предмет, переданный при выходе, в 3 случаях, причем в 2 он был изъят или уничтожен. Ожоги с символами в 2 случаях, у него и у Вебера. И во всех случаях без исключения полная институциональная тишина. Никаких официальных расследований, никаких публикаций, никакого интереса со стороны науки. В январе 2010-го Савельев написал письмо в Российскую академию наук с просьбой организовать официальную экспедицию к точке входа с научным оборудованием. Письмо было зарегистрировано под входящим номером и осталось без ответа. Он написал повторно в марте. Снова без ответа. В апреле он получил короткую отписку. «Ваше обращение рассмотрено. Организация экспедиции по указанному запросу нецелесообразна». Тогда он решил вернуться сам. Савельев выехал на Алтай в июне 2010-го. Один, без уведомления университета, без официального статуса экспедиции. Марков узнал об этом постфактум из короткого сообщения. «Уехал. Вернусь через 2 недели. Кристалл со мной». Вершинина узнала еще позже, когда Савельев уже был в горах. Он взял с собой 3 вещи помимо стандартного снаряжения. Кристалл в жестком металлическом контейнере, все 18 страниц блокнотных записей в копиях и портативный дозиметр с расширенным диапазоном измерений, одолженный у коломийца под предлогом полевых замеров фона. Коломеец одолжил без лишних вопросов, он уже понимал для чего. До скального выступа у ущелья Аккем Савельев добрался на 4-й день. Погода стояла ясная, тропа была сухой. Дозиметр всю дорогу показывал стандартный природный фон, около 12 микрорентген в час. За 200 метров до выступа прибор начал расти. Не скачком, плавно, равномерно. У самого выступа стрелка остановилась на 84. Радиационного объяснения у этого не было. Такой фон не дает ни порода, ни почва в этом районе. Савельев зафиксировал показания, сфотографировал прибор. Он встал точно на то место, где провалился год назад. Ничего не произошло. Земля была твердой. Он простоял там около 20 минут, переступал с ноги на ногу, делал шаги в разных направлениях в радиусе 3 метров. Фон держался на 84, но переход не открывался. Тогда он достал кристалл из контейнера. Свечение усилилось немедленно, не постепенно, а в ту же секунду, как только кристалл оказался под открытым небом в этом месте. Из синего оно стало почти белым. Дозиметр прыгнул до 190 и там завис. Савельев почувствовал то самое ощущение изменившейся плотности воздуха, как перед грозой, как в ту ночь в чужом мире, когда проснулся от давления на грудь. Он сделал шаг вперед, держа кристалл в вытянутой руке. Земля не изменилась. Он сделал еще шаг, потом еще. Прошел сквозь точку перехода насквозь и оказался просто на тропе с другой стороны выступа. Переход не сработал, Савельев провел у выступа весь день. Пробовал разные позиции, разное время суток, держал кристалл по-разному, обеими руками одной, прижимал к груди, клал на землю прямо в точке перехода. Дозиметр реагировал на каждое действие с кристаллом, но проход оставался закрытым. Вечером он разбил лагерь в 100 метрах от выступа. Ночью кристалл снова пульсировал быстрее. Савельев не спал и наблюдал. Около 2 часов ночи он заметил, что пульсация стала ритмичной. Не хаотичной, а четкой. 3 коротких вспышки, пауза, 1 длинная пауза, снова 3 коротких. Он записал ритм. Утром сравнил его с записями из блокнота и нашел точное соответствие в одной из последовательностей символов на 3-й странице. Та же структура. 3 элемента, пауза, 1 элемент, пауза, повтор. На 2-й день он попробовал иначе.
встал в точке перехода и воспроизвел ритм вслух. 3 коротких звука, пауза, 1 длинный. Повторил 7 раз подряд. На 8-м повторе дозиметр скачком ушел за предел шкалы и отключился. Кристалл в руке стал холоднее льда. Савельев описал это как жжение от холода, как ожог сухим льдом. Земля под ногами качнулась, но не открылась. Качнулась 1 раз, и все. Савельев устоял на ногах, дозиметр перезагрузился и снова показал 84. Кристалл вернулся к обычному синему свечению. Он пробыл у выступа еще 4 дня. Пробовал все, что мог придумать. Переход не открылся ни разу. На 6-й день перед уходом он положил кристалл прямо на землю в точке перехода и отошел на 10 метров. Свечение немедленно ослабло, почти до нуля. Когда он вернулся и поднял кристалл, свечение восстановилось мгновенно. Кристалл реагировал на его присутствие. Точка реагировала на кристалл, но вместе они больше не давали прохода. Савельев спустился с горы с одним выводом: переход работает не по желанию человека. Он открывается оттуда. И в 2009-м его открыли намеренно, для него конкретно, в конкретный момент. Второй раз этого не произошло. Либо потому, что он уже получил то, что должен был получить, либо потому, что там решили иначе. В сентябре 2010-го кристалл изменился впервые за год. Савельев заметил это утром. Свечение из синего стало зеленоватым по краям, а пульсация участилась до 2 ударов в секунду вместо 1. Он позвонил коломийцу в тот же день. Физик приехал с оборудованием на следующее утро и провел замеры прямо в квартире Савельева. Интенсивность излучения выросла втрое. Спектр сдвинулся, длина волны изменилась с 418 нанометров до 440. Коломиец сделал замеры 4 раза и каждый раз получал одно и то же. Потом он спросил Савельева, не менялось ли что-то в условиях хранения. Савельев ответил честно: ничего не менялось. Коломиец помолчал и сказал: оно растет. Не в физическом смысле. Размер кристалла оставался прежним. Росла мощность. Как будто внутри накапливалось что-то, что постепенно увеличивало давление. В октябре свечение снова изменилось. Зеленоватый оттенок исчез, вернулся чистый синий, но теперь кристалл светился непрерывно без пульсации, ровным стабильным светом, более ярким, чем в первый день. Ночью его свечения хватало, чтобы читать в темной комнате. Савельев это проверил. В ноябре произошло то, что он назвал в своих записях первой передачей. Он сидел за столом, работал с документами, кристалл лежал рядом. В какой-то момент, без предупреждения, без нарастания, он увидел ни галлюцинацию, ни сон. Он сидел за столом с открытыми глазами и одновременно видел другое место, темное пространство, в центре которого стоял проводник. Проводник смотрел прямо на него. В руках он держал второй кристалл, красного цвета, незнакомый. Видение длилось около 10 секунд, потом исчезло. Кристалл на столе вспыхнул ярче на секунду и вернулся к обычному свечению. Савельев немедленно записал увиденное. Потом перечитал запись и дописал внизу: «Это не было случайным. Он показал мне что-то намеренно». В декабре передачи участились. 3 за месяц, потом 5, потом почти каждую ночь. Содержание менялось. Иногда проводник стоял один, иногда показывал что-то. Предметы, схемы, пространство. Один раз Савельев увидел панораму всего подземного города с высоты, которой там физически не существовало, как будто смотрел с точки, которой нет. Он зарисовал все, что видел, сразу после каждого эпизода. К февралю 2011-го у него накопилось 47 рисунков. Вершина, на которой он показал рисунки, побледнела на 3-й странице. На одном из рисунков, схема, которую Савельев видел во время передачи, был изображен объект, который она узнала. Не приблизительно, не похоже, точно. Это был план расположения менгиров на плато Укок, один из которых был раскопан ее собственной экспедицией в 2004 и впоследствии перезахоронен по требованию местных общин. Точный план с правильными расстояниями, с правильной ориентацией по сторонам света. Савельев никогда не был на плато Укок. Он не видел этого плана ни в одной публикации. Вершинина точно знала, что подробная схема раскопок не публиковалась нигде. Она спросила его, откуда это. Он ответил: из кристалла. В марте 2011-го Савельев перестал спать нормально. Не из-за тревоги, из-за передач.
Они шли теперь не только ночью, но и днем, без предупреждения, в любой момент. Он мог стоять в очереди в магазине и вдруг на несколько секунд оказываться там. Он научился не показывать этого внешне, просто замирал, смотрел в точку, возвращался. Окружающие принимали это за задумчивость. В апреле Кристалл сделал то, чего не делал никогда. Савельев проснулся в 4 утра от резкого света. Кристалл в металлическом контейнере светил сквозь стенки. Он открыл контейнер. Кристалл пульсировал с частотой, которую он никогда не видел. Почти непрерывное мерцание, граница между вспышками едва различима. И на поверхности кристалла впервые за 1,5 года появились символы, те самые, из блокнота. Они проступали изнутри, светились чуть ярче основного свечения, медленно менялись, как будто кто-то листал страницы. Савельев смотрел на это 40 минут, не двигаясь. Потом взял кристалл в руки и в ту же секунду получил передачу, самую четкую из всех. Проводник стоял близко, ближе, чем обычно. Он указал рукой вниз, на землю под собой. Потом поднял взгляд и произнес что-то. Впервые за все передачи Савельев услышал звук, тот самый металлический резонанс, но на этот раз в нем было одно слово, которое он узнал. Теленгитское слово. Шаман Тадыров произносил его в первую встречу. Оно означало «время». Савельев поехал к Тадырову в мае 2011-го. Старый шаман был жив, ему шел 95-й год, он почти не выходил из дома, но говорил ясно. Савельев показал ему кристалл. Тадыров взял его в руки, подержал около минуты, вернул и сказал: «Ты принес его слишком поздно». Савельев спросил: «Поздно для чего?» Тадыров ответил, что переход открывается раз в несколько поколений и всегда только для одного человека. Что кристалл не подарок и не сувенир, что это ключ, который должен вернуться обратно. И что Табоков, который выбросил свой в реку в 2003-м, сделал ошибку не потому, что испугался, а потому, что не понял, что от него ждали. Савельев спросил прямо: «Что значит вернуть обратно?» Тадыров посмотрел на него долго и произнес: «Войти с ним. Не выйти без него. Ты должен был понять это сам, они тебе показали». Савельев вернулся в Новосибирск и перечитал все 47 рисунков. Он нашел то, что не замечал раньше. На 8 рисунках из 47 в углу был один и тот же маленький элемент, который он рисовал механически, не осмысляя. Силуэт человека, входящего в проем. И рядом кристалл, остающийся внутри. Не человек уходит с кристаллом. Кристалл остается, а человек возвращается. Или не возвращается. Рисунки не уточняли. Диссертацию Савельев так и не защитил. В 2011-м он подал документы на академический отпуск по состоянию здоровья, формально обоснованный, учитывая незаживающие ожоги и неврологические жалобы. Университет отпуск одобрил. Больше к преподаванию он не вернулся. В 2012-м Вершинина опубликовала статью в закрытом сборнике, без имен, без точных координат, с размытыми формулировками о предполагаемых аномальных зонах в районе массива Белуха и их связи с архаическими петроглифическими комплексами. Статья прошла рецензирование, была принята и опубликована, никакого резонанса не вызвала. Коломиец свое заключение об образце так и не опубликовал, хранит его в личном архиве. Марков защитил диссертацию в 2013-м по совершенно другой теме – погребальные обряды народов Сибири. В интервью, которое он дал региональному изданию по случаю защиты, его спросили о самом запоминающемся полевом опыте. Он назвал экспедицию 2009 года и сказал одну фразу: «Я видел вещи, которые не умею объяснить, и думаю, что это нормально, не все поддается объяснению». Больше он к этой теме публично не возвращался. Кристалл по-прежнему светится. Савельев живет в Новосибирске, избегает публичности и отказывает всем, кто просит об интервью, кроме одного случая в 2016-м, когда согласился поговорить с независимым исследователем аномальных явлений Павлом Серовым. Серов опубликовал запись разговора на своем сайте. В этом разговоре Савельев сказал то, чего не говорил раньше. Передачи от «Кристалла» прекратились в 2013-м. Резко, в один день, без предупреждения. Свечение осталось, но контакт оборвался. Он не знает, почему. Возможно, истек какой-то срок. Возможно, там потеряли к нему интерес. Возможно, проводник больше не существует. А вы когда-нибудь задумывались, что может скрываться за пределами нашего понимания? Если вам интересны такие загадочные истории, как эта, загляните на наш сайт whiteori.com. Там полно увлекательных материалов, ссылка в описании.
На вопрос Серова, жалеет ли он, что не вернул кристалл обратно при второй попытке, Савельев ответил после долгой паузы. «Я не был готов войти без гарантии выхода. Я ученый, а не шаман. Я не умею доверять тому, что не понимаю». Это честный ответ. И именно он объясняет, почему история Савельева осталась историей одного человека, а не точкой отсчета для официальной науки. Не потому что доказательств нет, они есть, заключения Коломийца, анализы Ореховой, фотографии Маркова, рисунки, блокноты, ожоги, которые не зажили до сих пор. А потому что никто из тех, кто мог принять решение о серьезном исследовании, не был готов к тому, что это исследование потребует человека, который войдет в точку перехода и, возможно, не вернется. Кристалл лежит в ящике стола в новосибирской квартире и светится синим. Уже 15 лет. Без источника энергии, без объяснения. Гора Белуха стоит на месте, ущелье Аккэм никуда не делось, и скальный выступ на 12-м километре тропы выглядит как обычный камень, до тех пор, пока кто-то не встанет на нужное место в нужный момент, и земля под ногами не станет другой.